Привет! Мне захотелось соединить природу и город. Так и родилась идея этой диорамы. Сад на крыше. На ней будет очень много разных деталей и несколько персонажей. Крыша в этой работе будет служить фоном. Для ее изготовления мне понадобится много деталей. Замешал гипс и добавляю небольшое количество в форму. Структура ребристая, чтобы не было пузырей, промазываю все кистью. Дальше доливаю гипс доверху, распределяю его и выравниваю поверхность мастихином. После затвердевания извлекаю из формы и деталь готова. Растений будет очень много, и в качестве горшков под них я решил использовать разные технические емкости, и еще подошли наперстки. Они состоят из двух половинок, просто их склеиваю. Подобрал настолько много разных горшков, насколько это возможно. Дальше все эти емкости загрунтовал в серый цвет и покрасил. Цвета постарался использовать не очень выразительные, чтобы цветы в них смотрелись ярче. Крашу второстепенные детали и прохожусь смывкой, чтобы выделить все углубления и сделать их объемными. И после покраски во все горшки налил гипс. Вот столько их. Немного предметов интерьера, стол, стул, и я их раза 3 перекрашивал, нарды. После покраски, чтобы выделить каждую фишку, прошелся смывкой и убрал излишки разбавителем. Легких путей я не ищу. Много разных пятен рисую, будет далматинец. Обитатели крыши готовы. Тем временем, на другом столе на протяжении всей работы я изготавливал детали для крыши. Соединять их буду чуть разбавленным водой клеем ПВА. Сначала соединяю 2 детальки между собой, вот так, в пару, потом еще и еще, пока не получится большая пластина. Также склеиваю и углы. На обратную сторону наношу немного гипса для того, чтобы закрыть все щели. Но конструкция эта крайне непрочная, так как состоит из большого количества деталей. Намазываю клей, накладываю салфетку и ее тоже промакиваю клеем. Вот теперь надежно. Вырезал шаблон с необходимым углом для крыши. Ориентируясь на него, размечаю и напиливаю рейки, чтобы эти детали изготовить. После все заготовки склеиваю и дополнительно углы укрепил досками. Теперь эти детали необходимо соединить в единую конструкцию, тоже с помощью реек. Просовываю аккуратнее, пожалуйста, ее туда. Нарезаю из бальсы доски, чтобы площадь соприкосновения была больше, обклеиваю ими эти конструкции. Постарался сделать их максимально простыми, так как это уже не часть крыши, а как бы закулисье. Растений будет несколько видов, самые большие из них — маленькие деревья. Из проволоки скрутил, сделав не очень много ответвлений, стволы с большими ветками. После ко всем этим ответвлениям приклеиваю сорняки, чтобы сделать много маленьких веток. На крону дерева наношу клей-спрей и посыпаю флоком для того, чтобы сделать его объемным и пышным. Дальше получившуюся основу крашу в коричневый цвет. И листики. Нанеся клей-спрей, еще раз аккуратно обсыпаю дерево. Использовал много разных цветов, чтобы деревья получились вот так. Просверливаю отверстие в залитом до этого гипсе и сажаю в горшки деревья. Следующий вид — это натуральные растения. Просто разделил их на веточки, замотал проволокой и также сажаю. Еще один вид растения, бумажный, сделанный методом лазерной резки, немножко их подкрасил, чтобы они были повеселее. Дальше листья этих растений втыкаю в горшки по одному и как бы выращиваю растения. После этого все горшки, даже там, где еще нет цветов, присыпаю землей. Это измельченная кора. Теперь возведу крышу, клей наношу на подставки и приклеиваю пластины к ним, выставляя прямой угол. Сверху по всей длине приклеиваю конек. И подготавливаю крышу к покраске, загрунтовывая ее в коричневый цвет. Окна.
Подставка под эту диораму будет в виде последнего этажа дома. Из пеноплекса вырезаю кусочки по размеру окон. В высоту эта подставка будет 10 сантиметров. По всему периметру приклеиваю куски пеноплекс толщиной 2 сантиметра, в том числе и окна. Дальше к этим кусочкам приклеиваю лист, подложки под ламинат и пеноплекс, делая таким образом опалубку. И в эту опалубку заливаю очень много гипса. Небольшими порциями прям доверху и сверху еще слой жидкоразбавленного гипса, чтобы все было ровненько. И пока дом там застывает, последний вид растений. Цветочные клумбы, в ящиках сделаны они тоже методом лазерной резки. Сначала приклеиваю зеленые листочки, а потом к ним сами цветы. Красота. Гипс застыл, снимаю опалубку. Из-за того, что гипс я лил слоями, получилась интересная фактура. Вынимаю пеноплекс там, где будут окна, и обрабатываю эту глыбу. Чтобы было понятно, что это, прям совсем крыша, необходимы трубы. Соединю их с помощью пасты для лепки, сделал небольшой прямоугольничек, сначала вминаю его в крышу, а потом в него вминаю трубу. Вот так легко и просто. И еще будет дверь. Дом покрасил просто однотонно в светло-серый цвет. Дальше поверхность крыши необходимо застелить. Наждачную бумагу нарезаю тонкими полосками. И эти полоски приклеиваю к листу подложки под ламинат, который вырезал по размеру дома. Ну и чтоб чуть-чуть края выпирали. Крашу крышу. Сначала покрасил вот эти вот части, а потом крашу сами черепинки в темно-коричневый и красно-коричневый цвета. Некоторые из них выделил в оранжевый и оставил прям совсем светлые. Вставляю окна, рамы покрасил и сделал стекла из прозрачного пластика. Накрываю и приклеиваю крышу. Второстепенные детали покрасил просто из баллона, забор и трубы. У труб черным пигментом сделал копоть и приклеиваю их. И дверь, ведущая на эту веранду. Ее поверхность будет темная, черная с добавлением серого цвета. На всю поверхность насыпаю немного сухих листиков. Немного отступив от края, устанавливаю заборчик с помощью ультрафиолетового клея. И все изготовленные ранее детали устанавливаю на свои места. В процессе работы, конечно, это все очень много раз примерялось. Все детали были заранее продуманы. Тележка, кот, играющий с голубем. И, конечно же, главные герои. До сих пор я сам не определился, как относиться к этой работе. Хотелось сделать что-то прям, новое, чего я сам до этого не видел. И поэтому очень сложно было сделать понятным, восприимчивым зрителю, поработать с цветом. Столько много здесь всего. В общем, пишите свое мнение в комментариях. В будущем будет еще больше работ на тему города. Вот и все. А что вы еще хотели?